Марина, здравствуй. Здравствуй. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые, а может быть и спрятанные тайные истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина пойдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Как ты находишь это пространство? Нормально. Нормально. На счете три повысим наш уровень энергии вибрации до максимального значения. Один, два, три. И поднимемся в такое пространство, которое соответствует сегодняшнего нашего исследования. Один, два, три. А теперь, Марина, ты подключишься ко всем каналам с информацией о рукописи Войновича один, Войнича один, два, три. Сейчас ты находишься не в физическом теле, а в том поле сознания, которое окружало создателя рукописи в момент работы. Опиши, что ты чувствуешь. Я... Это холод расчета или жар Подожди. творчества? Наверное, у меня что-то с головой точно. В плане сознания. Мгм. Как сейчас... Как я вижу, он ковыряется в траве. Суетливо, наверное, прячет свои эти рукописи. В голове мысли условно. Ну, что-то с головой такое, как мы бы назвали это больной. Каким-нибудь состоянием найдут. Ну, типа, что найдут, там, ну, такое паническое некое состояние такое. Боится, озирается. Так, сейчас я вижу какое-то м, или улицу, или пространство, скорее это здание. Условный трактир, только пустой в темноте. Выключено все. Ну, потому что я вижу как бы вроде как будто бы выключен свет, и как столы, и условно барная стойка, как это называется, где слева, вот когда еду подают. И в углу сидит, пишет мужчина, но этот в сознании, ну, то бишь в адеквате. Нет у него этого психоза. Это, наверное, условно начало пути. Пишет, ну вот берет и пишет пером по бумагам,
пока еще в сознании, в адеквате, совершенно здравомыслящий человек. И давай посмотрим, уточним, что он пишет. Так, могу описать. Красивый, крепкий, как бы скажем, не худощавый, не плотный, обычный мужчина с бородой, на вид условно интеллигентный, то есть, ну, адекватный, приятный. Потому что то сознание, которое в конце закапывало, он уже как бы хотел, хочется сказать, условно, съела его работа это, и он с ума сошел, и уже совсем не так и выглядит, и условно там какой-то и лысый, и беззубый, и это, как это скажем, неадекватно не одетый, не голодный, не едый, а тут приличный чувак. Хорошо, давай посмотрим, что же он там пишет, если можно. Так, меня куда-то уносит. Уносит, уносит. Можно туда полететь, куда уносит. Марина, посмотри на его руки, которые держат перо. На них следы тяжелого физического труда, Нет, он не был таким. или это руки мыслителя? Скорее второе это. Так, меня куда-то перенесло. То есть он был такой, ну, м, мягкий, а не замученный. Меня куда-то перенесло. В какое-то неприятное место перенесло. В какое? Что здесь? Дальше у меня ассоциация с этим, как во «Властелине колец». Вот есть Голлум, и вот он вспоминает, когда он был нормальным. Вот тут сейчас идет что-то типа такого. Сейчас, куда это меня перенесло? Не пойму. Какие-то, не то что каменоломни, но какое-то производство. И что мы тут делаем? Может, он тоже тут потом был, и вот тут. Производство чего? Ну, я не знаю, какой-то процесс, что вот идет куча людей, и вокруг какие-то каменные стены, и уже люди замученные. Я не пойму, что это за... Куда это меня перенесло? Скажи, чтобы мне понятно стало. На счете три, Марина, тебе четко появится осознание, для чего ты сюда попала, какая идея тебя здесь притянула. Один, два, три. Ну, это какие-то каменоломни, да. Ну, а что, какое отношение это имеет? Здесь было нечто раскапано. Я слышу начало пути, но я не пойму, почему. Почему такая идея появилась у Почему него здесь? Нет, создать? вообще почему это здесь? Мне все какой-то перед глазами стоит, как цветок, не цветок, как, как тоненький, как гербарий такой какой-то Мгм. тонюсенький, легкий цветочек. У него такие Сухой. тоненькие листики на тоненький стебелечка парочку, сверху розеточка и тоненькие листики. Хочется сказать, как гинка билоба, только листики другие, но такое нежное. То это дерево ж. Не знаю, почему мне это в голову пришло. И вот чего перед глазами этот цветок. Он здесь растет как-то на этих камнях. И что? Что это провоцирует, этот
цветок. Может, изменение На что сознания. настраивать его, да, сознание. Он начинает вспоминать нечто с другого мира, с другого времени. Не знаю, еще надо смотреть. Это скорее как какой-нибудь этот, ну, химический, если можно так сказать, наркотик, который расщепляет, ну, как ЛСД, которого в то время Мгм. еще не было. А что это за эпоха, Марина? Ой, это все позднее средневековье, примерно век 15, я не знаю, ну, пока по виду 16, не позже 17, то есть, ну, где-то вот такое что-то. Нет, не 15, скорее 16, 17, вообще Европа какая-то. Так, давай вернемся к тому челику, может, в этом, в трактире. Вот он пишет. Я Он мог- манускрипт пишет только в этом трактире? Нет, он здесь как-то то ли поселился, то ли Или здесь что. только начал? Вот начал скорее. Он поселился тут или что? Он сюда поселился после того, как Нет, он не был в увидел, тех рудниках. В смысле, он там не работал. Тело у него не замученное. а почему тебе показали эту Рудник. каменоломню? Опять этот цветок. Из-за цветка. А спроси у цветка на счете три, что он хочет сказать. Я его называю каменный цветок. Каменный цветок. Спроси на счете три. Один, два, три. Что он тебе сообщает? Каменный цветок. Какой-то галлюциноген. Он влияет на тебя? Ну, нет, я пытаюсь в него погрузиться и Ну, ты у распознать, него что за... спроси, что он за цветок и что его связывает с рукописью Войнича. Кстати, название не, Не ну, условно, соответствует, да. не идет, Да. не идет. А как? И Какое это название? Как зовут этого странного не странного, обычного. мыслителя? Мгм. Ну, скажем, ненормального. Сейчас. То есть он Пока он адекватный сейчас. нет, он вне как бы общей среды. Э, То есть он немножко над этой. Может быть, типа первоначального здания, что-то типа такого. Так, ладно, цветок. Но я в него не могу влезть. Ну, погрузиться, никак соединиться не могу с ним. Хорошо. Но мне интересно, должно получиться, как мне с ним соединиться. Он растет на тех камнях, где вот мы были. Мгм. И мне кажется, вот что он галлюциногенный какой-то. Он автор этой Портальчик такой. рукописи, он использовал этот цветок.
Как-то да. Как-то да, у него вот условно раскрылось сознание. Ну, как знаешь, как Мухоморов объелся Мгм. и или там чем-то закинуться. И вот у него пошел приход, и это, и причем это, ну, периодически было. Он, Только сейчас он еще, вот я вижу, в неизмененном состоянии. Ой, там как будто бы условно дозировку, когда нарушил, тогда у него мгм, сознание начало, забрало его мгм, сознание. проглотило, да? А пока он в полном порядке, и он просто что ты там задумал? Он это вспоминает или он это подключился к какому-то Скорее каналу? подключается и списывает. А посмотри, к чему он подключается? Что за поток информации? Что тебе идет? Я пытаюсь с ним соединиться. С Мне потоком как или с человечком. Мне кажется, он француз, потому что имена такие идут какие-то больше французские, какой-то там подойди к нему, Этель, Жени, что-то такое, какое-то. Этель, Жени, Ну, вот что-то какое-то такое, условно на французский лад такое идет что-то. И, ознакомься с ним. и он просто как путешественник или что? Путешественник во времени, в Нет, нет, пространство. нет, местное пространство. И что ты здесь делаешь? И просто условно гуляет и ходит, и, наверное, он только сейчас вынул передо мной какие-то образцы этих травок, судя по всему, которые вот он понаходил. Он просто фанат, наверное, и их записывает. Ну, я Фанат вижу чего? условно гербариев, ну как это, Гербариум. природы. И он пока просто, вот я вижу там такое-то растение, вот с корешком вырванное такое, вот таких вот растений вывалил сверток, и там вот Так штук он, 15-20 мгм, пока. И вот его заинтересует среди прочих и вот это растение, которое было сразу, оно такое неприметное, но оно его заинтересовало. Он листик, что ли, с него сорвал, получается, и попробовал. на вкус. Ну да, Что происходит? сейчас попробуем. Он настраивается на этот вкус И какой-то, его. сейчас не отвлекай, сейчас, если получится, какой-то как голубой такой луч условно выстрелил в небо. И я вот пытаюсь за этим лучом подниматься тоже. Откуда выстрел? Из его сознания? Да-да-да, после того, как он съел. Мгм. И мы куда-то поднялись. Куда мы поднялись? Я не знаю, в какое-то пространство, в какое-то, хочется сказать, детское пространство. Это Пространство мечты подня- детской. какой-то как детский сад волшебный. Я не знаю, что Мгм. здесь все на каком-то облачке, все какое-то по ощущениям нежное, легкое, воздушное. И почему-то хочется сказать, что это детское, детский сад.
как знаешь, вообще у меня по ощущениям, как колыбель, не колыбель, а детский сад у, может, даже и в источнике. Почему мы здесь? Ну, душ маленьких, Мгм, мгм. что вокруг я не могу четко видеть, ни на ней настроиться, но чувствую присутствие многих маленьких. Нет, это не детский сад. Это такой мир, где вот эти маленькие создания живут. Молоденькие, наивные, но они в то же время могут и жалить. То есть они пока мне так сейчас пока любопытно, я их не вижу, но ощущаю. Надо как-то хочется мне настроиться на их, А ты чтобы я их настройся видела. на себя маленькой, на счете Не-не-не, это 3. не то. Ты там есть? Нет, это не, ну, не души наши, это какой-то мир другой, где они такие, как, знаешь, я забыла, как их называют, пространство воздушное, ну, не как это, такие шарики, как их же называют, у них же есть название. Они похожи на мыльные пузыри. Мгм, Вот как эти штуки называются? Это же отдельный мир есть с такими мгм, штуками. мгм, мгм. И они такие, как малые дети, любопытные, но в то же время могут и каким-то, когда Такие энергетические сферы, да? да-да-да, Мгм, небольшого размера. Это вот мгм, они наивные и маленькие, но если разозлятся или что-то застреваются, начнут током биться. Поэтому мне надо быть спокойным, чтобы у них ни панику, ни мгм. агрессию не вывести. И вот, и он тоже сюда попал, ну вот так же в сознание. Что-то мне хочется сказать, что это их язык, который там записан. Вот я имею в виду Мгм, мгм. вот такой вот Он письмо. воспринимает этот язык, знаете его? Он просто, мне кажется, штудировал вот это вот мир. Он побывал в этом мире Он, раньше, он, раньше здесь жил. ай, меня уносит обратно. Подождите, так, дайте посмотреть. Нет, подождите, я еще хочу посмотреть. Покажите мне эти штуки, которые тут описаны. Короче, мне хочется пока сказать, что многие штуки это отсюда. Но пока вокруг меня одни облачки. Покажите, какие у вас растения. И здесь я ухожу с этого пространства облачка, иду там в какой-то условный огород. Опиши, что ты видишь, что ты считываешь. Но вокруг меня опять толпа этих ребят. Ты им Но интересно? они как дети за тобой, знаешь, в африканскую страну приедете, куча детишек, когда они наивные, Мгм. не прошаренные за деньги, а просто как интересный объект. И здесь растет всякое забавное, да? Здесь растет всякое забавное, да. Ну, по ощущениям чисто внутренним, вот он описывал вот этот вот забавный мир, потому что он, ну, такой же, как, скажем, легкий, воздушный, задорный, наивный, если... Но м, чистый, да? Нет, если самому находиться в таком же ровном состоянии, стоит хоть как-то Свои заагриться, вибрации да-да-да, изменить, понизить. они сразу условно атакуют. Я не хочу даже этого делать, они агрессивничают, и они тогда, ну, условно колят, жалят, и
неприятно и не хочу. И очень тогда агрессивничают, я не хочу Давай верну. повысим наши вибрации Мгм. на максимуме. Один, два, три. Более Вообще мне, дружелюбными стали. ну, в общем, тогда, короче, хочу сказать, что все, что вот тут, вот он и описывал. Вот Он этот вот срисовывал отсюда, да? зарисовывал, просто записывал, да, вот этот мир. Здесь и растения, и причудливые какие-то эти формы. Так, Он бывал в этом мире все время или он нет, он потом подключался периодически вот уже потом начал условно, ве- ну, с- медитировать? ну как это медитировать? Закинулся этой травкой, Мгм, мгм, отлетел, вернулся, зарисовал, записал. И условно раз там ему на земле неинтересно, то здесь интересно, он тут и друзей завел, и, и вот они его уже узнавать стали, играют, вот он лежит, и они как-то условно, не то что массаж, ну, пощипывать, покусывать, поигрывать вот с его кожей, как-то мгм, забавляться. мгм, Он ржет, они все веселятся. Вот пока ты как ребенок, они с тобой тоже вот как ребенок и играются. И он вот с ними тоже так же дружит. Но они такие сознания, ну как это скажем, простые в плане, что у них программа простая. Вот. Либо ты Какой веселый, либо ты жалишься. это материальный мир или И духовный? да, это материальный мир, Материальный мир. конечно. И эти штуки, они, ну, как воздушные пузыри, как мыльные Мгм, пузыри, только более плотные, резиновые, как шарики воздушные, только прозрачные. То есть это отдельные объекты с сознанием. А почему тогда нету, они сказали не зарисовывать, нету ведь этих объектов на его рисунках, правда, такого рода. Они ему, ну, условно запретили, мгм. он даже спрашивал у них, можно ли я а, Воссоздам то, что я вижу, да? расскажу, да, они разрешили воссоздать мир, но не разрешили их рисовать почему-то, чтобы никто не знал, как бы не захотел нарушить их. А мир можно без указания, без указания какой-то, как сюда попасть, без ничего. Что за письмо? Как они вообще могут писать? Там ведь, помню, какое-то непонятные записи еще, да, шрифт? Ну да, Как вообще этот непонятный. Как этот шрифт, если это их, то как они его воспроизводят? Я слышу, знаешь, как голуби курлыкают. Мгм. Вот такой вот речь, как бы, которая вот. А как они общаются телепатически, он с ними, с этими существами? А вот на эмоциях, как сейчас Язык, соображу. Ну, ему веселиться, они веселятся. Сейчас пойму, как то он есть общается. передает состояние, да? Состоянием, да. А как сейчас я пойму, как же он, вот, например, спросить? Телепатически скорее, потому Мгм. что только вот у него мысль появляется, И эта мысль одета они в уже какой-то... считывают. Нет-нет, Мгм. нас считывают, да, вот это посыл, и, и возникает от них реакция в виде эмоций, да. Типа да, нет. Но какова... Сейчас мне интересно, подожди, как письмо записал? Почему именно так записал, если у них условно рук нет? Как тут письмо записать? Вот этот курлы я слышу, как голуби курлычат. То есть вот если читать эту надпись. А почему именно так она? Какие-то, какие-то там они книги показывают.
а кто их записывал. Ну, они ему показывают какие-то книги, массивные, большие и старые, которые были в этом мире. Ну, условно, они вот знают, что они есть, и там вот этот вот непонятный шрифт. А И они когда он как это бы его пишет, он научили. пишет одновременно, когда он находится в Нет, этом он состоянии? приходит, он условно закинулся, у него Порцию информации полетал, считал? полетал, поэт и вернулся домой в сознание вечером и Мгм. уже без сил кое-как написал, все записал и лег спать, отсыпаться пару дней. То есть это какой-то обычный, ну, Мгм. назовем это наркоман, получается. Так, сейчас я за эти книги. Они ему обучили этим книгам. Ну, то бишь, вот эти Мгм. книги, они здоровые, тяжелые, страницы у них. Эти книги у них находятся, да? У них, да, это Это как будто библиотека? бы это развалины чего-то, и у них как вот ценность какие-то пару книг, ну как пару, тут десяток каких-то вот Мгм. огромных, они, знаешь, похожи у них на эту, как старинный секретарь дверцы, то есть Мгм. такое что-то тяжеленное, резное, красивое, а страницы в них, я бы не знаю, сказала, вот для меня это телячья кожа в плане, Это это не бумага, но это вот что-то гибкое такое. То есть это кожа, на которой наносится, да? Ну, кожа не кожа, я по материалу имею в виду, что это что-то Мгм. такое гибкое, не жесткое и сухое, как страница, Мгм. как Не лист, пергамент. не Да, не бумага, как не бумага. бумага. Мгм. Это что-то такое мягкое. Хочется сказать, что это, я вот просто понимаю, что это не животное, это как какие-то желатиновые страницы из каких-то ягод, Мгм. фиолетовых и красных ягод, выцвевшие на этом. То есть это желе какое-то. Я, Мгм. ну, сразу понимаю, из чего они сделаны. Потому что в их мире не... Хотя в них, так сказать, нет животных, их не убивают. Их не убивают, этих животных, никак, чтобы условно получить из них что-то. Это ягоды. И что? И вот этот почерк написанный, они, эти маленькие создания, не знают, кто жил до них здесь. Здесь как кто-то жил до них, потому что вот какие-то развалины условно Более жилого старый мир, да? пространства, ну, замка, не замка, то есть, ну, какого-то дома большого. Мы на развалинах, которые там уже 500 лет, не знаю, 1000 занесенных за это. И вот тут вот эти книги, которые они, потому что, ну, условно, эти создания не перелистнут страницу, не откроют книгу, то есть это кто-то был, кто умеет это делать, и они не в теме, потому что они малыши эти, они условно настолько наивные, что они не способны, примитивные по программе своей. Они, им неинтересно и анализировать там, что-то обыскивать, искать не будут. Они, о, забавно. То есть, посмотри, какая у меня штучка есть. То есть они не копали, кто у них Они здесь что. не читают, Не, они не не, 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 пишут. не, не, не. Они могут, кстати, знают, что здесь написано. Они распознают этот текст, потому что они на нем говорят. Мгм. Они распознают этот текст, потому что это их. Вот это вот знание в них вложено. Но кто когда, кто когда здесь был до вас? Посмотри, что за существа здесь жили. Это Земля, Нет, нет, это же не Земля. другой мир. Это я смотрю, что за существа здесь какие-то, не пойму, то ли
Ну, я вот того, что сейчас вижу, это какой-то как дракон, но не такой классический, как у нас, а можно, если сказать так, более очеловеченный, потому что у Угу. него, ну, форма тела более Близка к человеческому близка, телу. да, но то есть у него вот руки-ноги, но это руки-ноги животного, корпус не такой, как у животного, ну, то есть более худой какой-то такой. И они вот по этой скале, я смотрю, перемещаются наверх вот. И это были, наверное, те, кто были здесь раньше, но это было очень давно. И вот оставили такие развалины и книги в том числе. И они читали, там, там много этих книг. И он условно Он их изучил, изучил, да, да? в плане языку научился. Он информацию считывал оттуда, да? Нет, информация, которая записана в рукописи, это просто описание вот этого Мгм. мира. Этого мира. А вот язык он изучил благодаря этим книгам. А что содержит еще эти книги? Вот, Что за давай знания? посмотрим. Там рассказывается про вот эту планету, про этот мир. Мне Как она хочется... называется, эта планета? На счете три тебе приходят названия. Один, два, три. Ну, мне что-то приходит, но... А ты у планеты спроси, как она называется? Прикоснись к ней и спроси. Я думаю, у нее язык такой. Ну, я все, как мне не потому что представь, что если бы мы говорили, мы говорили вот так вот, как-то Мгм, мне эти... мгм, мгм, мгм. Другие звуки, да, другие. Да, это все, ну, какой-то там ФСРЛ, что-то какой-то, не пойму. Какой-то свист, да? Ну, не свист, а какой-то и фы, и сы, и эль, и при этом сделай губы в трубочку сверни, чтобы это все произнести. Здесь были раньше... Знаешь, мне по ассоциации вот в этих книгах, что написано, что-то типа опять я сериальчик. Этот Game of Thrones. Мгм, То есть какие-то эти, ну, царство королевства, как они мгм, там между мгм, собой что-то не поделили. И, в общем, все померли, как мгм. говорится. Вот там вот все написано такое. Кто на этой планете жил, как они там дрались за власть, и, в общем, все умерли. Хорошо. Сейчас только эти развалины. Это, ну, прям давно было. Он изучил этот язык, да. Они ему, да, пообъясняли. Мгм. А Подожди, я куда-то иду. Я в какую-то пещеру иду. том- в том Да, мире, да, да, да. Они так насторожились, потому что они туда боятся ходить. Ага, там какой-то кристалл, и меня уносит оттуда сразу. Там какой-то кристалл внутри в этой пещере. Ай, меня утаскивает, потому что нельзя знать про этот кристалл. Это какой-то прозрачный кристалл. Вернись. Что за кристалл? Не сапфир, не бриллиант, но какой-то прозрачный. Не, что ты? ну давай вместе подойдем к нему. Один, два, три. Давай дотронемся до этого кристалла. Что-то типа хрусталь, наверное.
И считаем информацию, которую он содержит на счете 3, 1, 2, 3. Что это за информация? Он условно выключен. Он молчит, спит. Он мне вообще ничего не говорит. Давай на счете 3. Я включу его. Один, Ну зачем? два, Можно же просто... три. И сейчас считываем информацию с него. Один, два, три. Что за информация? Но он стал каким-то розовым и испускающим свет, скажем так, розовый. Он делится информацией, которую он содержит. А я пока ощущаю, пытаюсь распознать этот розовый энергию, которую он распространяет. Но сейчас мне этого тут как розовый кварц, как кварц какой-то стал такой. м, Троху гипнотический. И эти малыши, которые Угу, они тоже как закинулись, то есть, ну, такие в трансе немножко стали. Он их тормозит в плане вот такой вот. И меня тоже. И что за камень? И в чем твое назначение? спроси у меня, что я считал. Ну, для меня это какой-то как высшее, не то что портал, то есть, ну, знаешь, как по энергетике, то это тоже, что какая-нибудь вот тут вот чакра вот это. То есть это Угу, очень угу, высоко вибрационная конструкция и угу, энергетика это же. Я сейчас вот туда и перешла, в эту высоковибрационное, угу. скажем, частотность. И ты там как вот, как в медитации кайфуешь, летаешь, и ничего. И что это? И ничего, кайфуй, летай. О, малышей понабивалось. Все, выключили этот. Это он когда-то работал, и тогда вот эта планета была условно живая. Сейчас он выключен, в выключенном полном состоянии, поэтому планета не живая, и вокруг вот это скалы и холод и А снег. почему он, она, этот Выключен. выключен, да? А, так, по задумке. Ну, условно, пока не надо, пока не нужен. Ну, то есть, пока отключили эту платформу, и на ней ничего не происходит. А когда он был включен, тогда все дышало энергетически, тут и все было А кто зеленое решил, цвет. что нужно Это выключить? создатели ну как это, те, кто с ней развлекается. Это было их, ну, А спроси у этого кристалла, он хочет находиться в выключенном состоянии? да-да-да, все в порядке, не надо Мгм. лезть здесь никуда. Это пассивное сейчас состояние, да? Ну, он просто, Мгм. когда надо будет продолжить играться жизнь на этой планете, его включат, и все снова Хорошо. запашет, задышит. А эти малыши, они просто, знаешь, как вот, как тараканы набежали. То есть, ну, Марина, заселили сейчас... свободное... Подожди, здесь что-то интересное есть. Еще свободное пространство. А, с этим кристаллом что еще было? П- Этот челик, автор.
он тоже взаимодействует как-то с этим кристаллом. Он ему вот не розовым, вот мне он почему-то розовым включился, скажем так, и Каждый теплым видит таким. по-своему. Сейчас узнаем, не знаю. А ему он включился таким холодным, голубо-белым, ну, тоже позитивным. И что это значит? Вот ему он включился каким-то холодным, белым, таким голубым. Но ему тоже хорошо, но вот так очищает, заряжает. Похоже на создателя энергии. И этот челик тоже кайфует просто в этом всем. Ага, забавно. Забавно в том, что вот этот пока в отлете, а сейчас меня все это прервали, потому что его там тело кто-то бьет, пока он там, ну, на земле. Его кто-то лупит, пока он шел. Хочет, чтобы он проснулся, да? Нет, прямо вот условный разбой. Где-то он там лежал отлетевший, сидел Угу, в каком-то там пещерке или где-то, угу, ну не пещерке, а где-то вот на природе возле камней со своим этим котомкой. Просто он уже такой за, как это скажем, если тогда он был таким аккуратным, интеллигентным, то здесь он уже такой осунувшийся, как бродяга, угу, угу. То есть его заросший, больше интересует поглотила, да, вот этот этот мир, который интересный он мир, исследует, да? интересный мир поглотил, да, а тут его просто Угу, решили обокрасть, а у него взять-то нечего, кроме этих бумажек, и его тупо бьют, ну как это, от злости, лупасят. Он проснулся и ржет, ему все равно. Он уже, ну, как наркоман какой-то, угу. а просто ржет, вот кровь течет с челюсти, а ему все равно. Он... Марина, Мгм. посмотри, как он пишет, как он рисует, что у него Вот за кисть истерично. Вот, то есть он пришел после полета. путешествия своего, Мгм. да, У него и кисть, сейчас я буду смотреть. это перо Сейчас то-то. птицы. Сейчас надо посмотреть, потому что там, где я уже видела, он уже что-то не очень рисовать будет. Это надо чуть-чуть раньше, потому что тут он уже совсем отлетевший. Надо чуть-чуть раньше, когда он еще Да, отправься до того, папа как, получше. Мгм. Как он начал это Так, он еще в писать. этом трактире, скажем, Мгм. живет. Посмотри, он своими мыслями создает. Нет, он рукой это Он создает, рукой. У прямо него вот есть что? воспроизводит. Кисть, перо птицы, кисть белки. Сейчас. Ну, я вижу пока как м, рисует на бумаге. Сейчас. Чем? Ну, как по мне, он просто рисует, как все рисуют. Мгм. Ну, То вот есть кисточка, и вижу эти краска черн- помолотая. Ну, эти разные краски, порошковый да? Мгм, краситель, да, мгм. в виде этих. И он как экономно, аккуратно, пока еще и экономно рисует, беспокоится, чтобы хватило там того, сего.
То есть пока он рисует, как все рисуют, как художники рисуют. А посмотри в его сознание. Он видит Здесь он адекватный голограмму пока. того, что рисует, Нет, и память. просто по Как памяти, да? вот да, вот ты вернулся из поездки сегодня или целый день, и тебе срочно надо это все воспроизвести. То есть он это видит в своей... в Памяти своей... пока. Мгм, Как мгм. вот ты вернулся, съездил куда-то в город, в какой-то красивый, возвращаешься и зарисовываешь это все. Вот тут он делает это то же самое в этом в трактире ну, наверх, ну, в комнатке в какой-то у него пока еще есть достаточно и денег и всего. Он еще одет ну, по-человечески и подстрижен, причесан, помыт. Мгм. Не так, как потом, когда ему стало все равно. Вот. И он просто это все, да, зарисовывает. Ну, это он срисовывает. Ну, весь тот мир, который видел. Мгм. А посмотри, есть у него обнаженные женщины в ваннах. Посмотри на счете три. Эти Ага. страницы. А Один, это, два, мне три. кажется, в конце уже у него начало заходить. Вот, то есть здесь вот он четко осознает, я должен этот мир зарисовать Мгм. в начале, скажем так, да, а в конце его уже крыть стало. То есть, условно, его местного рода фантазии стали, ну, это как наркомана уже просто накрывать теми галлюцинациями Мгм. Мгм. и смешиваться это все. С этим миром, да? Да-да-да. То есть в конце это уже То есть те больной женщины, человек. которые там он Это видит, его клетки, эти фантазийные. клетки, э, это, это он уже Больное воображение уже больной пошло. воображением. Изначально все было четко. Я съезжу, зарисую этот мир, а потом начало все смешиваться, когда он там дозировка должна быть, ну, условно, не больше, чем там раз в 2 дня, например, а он уже там не ел здесь, не жил, не пил, а чисто закидывался, и все больше, больше. И вот его потом пошло крыть. Что еще он здесь перенес? Какую информацию с того мира? Скажем, здоровая информация, не больное воображение, которое... Там, наверное, четко читается, когда начинается больное. Вот как-то процентов 70, даже 75, адекватно 80, наверное, а потом уже пошло у него перегибы. Что перенес, а он ничего не хотел переносить, просто описывал, что видел. Вот А так. там у него есть какие-то еще астрономические диаграммы. Ага, давай посмотрим. Что это? Сейчас это надо. Он пытается показать, где-то находится планета. Это, наверное, с тех книг. Он перенес информацию, да? Да, это про ту планету, и это с тех книг. Прямо он как бы ну, не понимал, не мог читать, но он мог скопировать, он прям пытался уже осознанно запомнить эту инфу и по памяти воспроизвести вот это, то, что прочитал в книге, то, что фотографическая память зафиксировала, хотел воспроизвести. Это про особенности той планеты и их это, ну, местоположение. Это звезда или это планета, она видна с Земли сейчас? Мне хочется сказать, что звезда видна.
Ну, где-то там, далеко, предалеко, или сейчас. Да, мне хочется сказать, что видна далеко-предалеко это звезда. Не планета, а звезда. Ну, то Мгм. есть, потому что не видно, ну, что звезда светит. А как там? А как там? Можно это посмотреть их особенности. Меня уже куда-то в другую, куда-то не туда уже уносит меня. Мгм. Может, не ходить. Так, мне еще интересен этот язык. Он поддается для расшифровки или нет? Сколько букв в этом алфавите? Звуков, звуков. Там все вот Звук. эти какие-то курлы-курлы, как бы тут как-то оно не буквы, а какие-то звуки важны. М, Хочется сказать что-то типа, знаешь, 66, но на самом деле еще больше, потому что там как-то, знаешь, так произносится, сяк произносится, какое-то звуков еще больше из этих закорючек можно воспроизвести. И вот это какое-то что-то такое мягкое, имею в виду, она повторяет, типа, как бы там эта тональность вот этой завитушки, Мгм. она либо высоко, либо низко. Вот. Это какая-то тональность завитушки этой, которые курлы-курлы. Марина, вернемся к этим женщинам, которые находятся Мгм. в ваннах. Что он захотел этим передать? Так я же говорю, это его Только просто больное, больное уже воображение, когда, то есть нет ну, никакой... ничего там Мгм, передать. мгм. Это крышу сносит уже, когда, ну, нормальный был здоровый мужик, а у него явно свои какие-то фантазии, и оно вот тут все смешалось, а он уже не разделяет, где... Ну, если вначале он четко разделял, вот это вот другой мир, и я его изучаю. А вот этот наш мир, и я тут живу, сплю, ем, плачу за комнату, то в конце уже у него просто была одна каша в голове. Хорошо. Марина, а теперь на счете три я приглашаю Роджера Бекона. О, один, два, три. Посмотри, он держит оригинал этой рукописи или он сам ее создал? Недовольный какой-то чувак. Нет, он условно не способен создать такое. Нет. Он держал оригинал рукописи, Это как для меня, как более какой-то торговец, купец, как бы, ну, потому что у него корысть со всех но сторон, Роджер Бекон, продуманность. он не торговец. Ну, продуманность, он как Мгм. аристократическая одежда, седой мужчина в возрасте, и он расчет. Вот у него какой-то от него исходит расчет. Но он не создатель ее точно. Мгм. Создатель тот вот парень, которого я видела. Ну, ну, он держал эту книгу в XIII веке. Ну, пускай. Это со- совпадает? Мне хочется Оно сказать, что там позже то, что я говорила. позже, да? Ну, как связан Роджер Бекон с этой рукописью?
Я не знаю. У меня ничего не Не происходит на идет, эти да? слова. Ничего не происходит. Не знаю. Хорошо. На счете три он может уйти. Один, два, три. А теперь на Ну, счете три мы приглашаем императора Рудольфа II. Один, два, три. Он заплатил целое состояние за ту книгу. Посмотри, это так? он мог себе позволить. Он здесь Мгм. То есть, я не знаю, так не так, но он здесь весь в золоте, в парче, в мехах. Мгм. Поэтому Что он чувствовал, листая эту книгу? Восторг или ужас? не ужас. Интерес? Интерес. А он пытался ею пользоваться? Никак тут ей не воспользуешься. То есть он держал ее чисто как Сейчас какой-то посмотрим. Интереснейшая штучка. Интересная ерунда. Ну, то есть, просто, необычное. да. Такого ни у кого нету, да? Но ему искренне это интересно. Просто классная штука. Мгм. Хорошо. В XVII веке рукопись эта исчезает на 100 лет. Где она была? В каком тайнике? Это из-за, наверное, этих всяких. Нет, из-за церковных каких-то штук ее Иезуиты, спрятали. Спрятали они от греха ее подальше. прятали специально Да и потому что забыли про нее, да? кто-то вот спрятал условно из-за каких-то гонений. Типа, ну его Мгм. нафиг, меня еще сожгут за это. Мгм. А почему ее не уничтожили? Для всех это интересная штука. Жалко, Даже сразу видно, что рука что-то интересное. инквизитора не поднялась, да? Она попадала прям в руки инквизитора, попадала. А они не любили уничтожать, так скажем, только демонстративно, да, а по факту как-то их, ну, не то что сохраняли, но оставляли в какую-то библиотеку ценные книги, в том числе, ну как, какой-то, ну, не уничтожили. Марина, эта рукопись, она является подлинной или она была срисована с более... Нет. Ну, вот то, что я не знаю, я вижу этого мужчину, который над ней трясется, вот который Мгм. автор, создатель, у которого уже там шизой накрыло. Мгм. И как, и что? И он, кто-то у него в итоге отбирает ее все же, когда он уже без сил не может за нее бороться. Он кому-то эту Нет, книгу дарит, отобрал кто-то. отобрал, да? Ну, условно, как у такого бродяги может быть такая, ну, условно ценная вещь, значит, ты ее как-то украл и все такое. А тот уже не шевелиться, не двигаться, не забрать ее не может, просто тянет руки и там на месте, наверное, и умер уже. Такой, ну, полностью съела его
сознание, и он обесчеловечился, если можно так сказать, в конце. Забрала и пошла она по рукам куда? Куда ты пошла гулять? Марина, Хочешь кто-то сказать, торговцем каким-то? читал то, что там написано? Так никто не умеет. Как-то этот Никто не язык умеет. можно как-то его можно расшифровать, этот язык. Марина, ты же умеешь. Да, ну давай посмотрим. Давай на счете три. Начинай читать с этой книги. Один, два, три. Там повествование описывается, вот условно, что я вижу какое-то растение с ягодками, там это, и там такое в таком повествовательном ключе, что-нибудь типа, а эти ягоды, этот аромат самый там сладкий из всех, Мгм, которых я мгм. когда-либо пробовал. То есть, ну, что-то такое А есть нечто описательно-повествовательное. закодировано там? Какие-то знания? Какие-то формулы? Мне кажется, что он вот если бы вот сейчас тебе сел рассказывать, он бы просто рассказывал таким же языком. Мгм, мгм. Вот То просто есть рассказывал. поэтическим, да? Но это не поэтически, это скорее его тогда такая была... Да нет, обычная манерность, только это была Волна настроения, восторженность. да? Да. То есть он просто рассказывал, что видел. Условно, а у них там вот так вот. И вот в такой же манере он это и говорит. Есть какой-то способ расшифровки языка? Есть какой-то способ расшифровки языка. Нужно Марина, понять вот эти вот, что-то вот эти вот означают. попроси ключ у него, ключ для расшифровки этого текста. Сейчас поговорим. Мгм. Мгм. Главное, чтобы мое сознание оставалось чистым при этом, да? Мало ли что у других людей брать. Мгм. Он передал ключ. Ну, скажем, на руку положил ключ, Мгм. а как его применить? А давай вместе попробуем этот ключ. Этим ключом дотронуться до рукописи и считывать всю информацию, только положительную. Деструктивную мы запрещаем. Там Один, нет два, деструктивной. три. Считали? Но там вот такой повествовательный текст. Интересно, просто скажем, как бы вот он рассказывал, так и есть. Я шел, я видел, а там Мгм. такое. А как язык, алфавит понять? Я не могу понять пока алфавит. Вот он, ну я условно читать М. могу, а понять, что там записано, не могу. Все, буквы я не распознаю.
Шифр не сделаю. Ключ не помог? Я не знаю, не могу. Вот, ну, и как бы, скажем, так читать можно текст, а Смысл узнать? Нет? смысл-то узнаем, а расшифровку выделять по частям, звукам. М, Ладно, как шифрация, как сжатие еще какой-то там информации происходит, как эти, как при записи на диск. Ой. М, Похоже, ну как, мне напомнило, как магнитная запись на жестком диске, эти, Мгм. ну, вот эти вот Мгм. туда. А. Подробнее. Марина, давай Мгм. переносимся на ту планету, Мгм. где там эти книги находятся. На счете три. Один, два, три. Ну, Сейчас на счете три извлекаем всю информацию с этих книг, и что? чтобы мы смогли эту информацию обработать и А я, использовать ее для... знаешь, я не хочу. Я Ну, сделаю сам тогда. На ну счете три. делай. Один, два, три. Спроси у меня, сейчас я уже могу читать рукопись Войнича? Не знаю, спроси у себя сам. У меня сейчас страницы пустые в этих книгах. Ну, я не вижу надобности того, что ты сейчас пытаешься сделать. Как бы это... Ну, Хорошо, сейчас перед нами эта рукопись. Один, мгм. два, три. Спроси у меня, я могу считывать информацию, читать, Ну, понять? так же, как и читали раньше, Мгм, условно, знаешь, что написано. Это был обычный погожий день, там, то есть у мгм, него вот мгм, такое вот мгм. повествование там Но больше ничего закодированного нету. в плане какой-то сверх То есть каких-то данных. какая-то Нет, он там информация. описывает свои эти похождения. Мгм. Какой-то информации важной я не вижу здесь. О, Марина, есть какой-то вред от этой информации? нет, Мгм. А какой-то позитив, польза. позитив, какая-то польза? Что-то есть. Даже вот в этом разделе про планеты, скажем, тот кусочек, который описывает ту часть системы какой-то планетарной этой, звездной другой. Там может быть полезно, ну, как польза, а так просто хорошее, интересное чтиво про про эту планету с малышами, Мгм. которые нельзя упоминать здесь. Ну, в книге про них нет. Все. Рукопись Войнича, она живая? В смысле, что есть у кого-то еще, Нет, я и спрашиваю, она живет своей жизнью? если там сознание? Мгм. Нет, это Нет. документ. Но для меня это бумага, а не сознание. Ну, Хорошо, объект. хорошо. Про кодирование. Это вот еще раз мне напоминает вот это способ кодирования и методы сжатия, которые применяются при записи данных на носитель магнитный. Мгм. Опять меня туда отослало.
Хорошо, Марина. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибраций до максимального значения. Один, два, три. А сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и Мгм. тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Могу добавить, Челик ни о чем не жалеет, ему все равно было интереснее с ними проводить время, чем в жизни, скажем так. Поэтому ему нормально. Вот. Хорошо. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Начинаешь постепенно возвращаться здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей спокойно и наполненной сил. Марина, Мгм. как ты себя Мгм. чувствуешь? Нормально. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. От всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам проводить наши исследования, продвигать наши исследования дальше. Искренняя благодарность Марине, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. Всего хорошего. До свидания.